вот здесь запрещены аборты. Там сын соседский, там, которому там 13 лет, 12, может там изнасиловать эту девочку 5-6-летнюю. Чего здесь, в стране нужно? Начиная от какого-то хорошего доктора, врача, да, там, массажиста, хиропракта и всего остального. А вот официально президент объявлял заплатить миллион или 2 миллиона долларов, и я даю гражданство. Есть такое? Не слышала. Келли, сколько лет уже президентом является? Вот это 5-й год. Он переделал Конституцию, как некоторые люди. То есть ты не можешь там пьяным выехать на дорогу, ты там лишишься прав. Здесь 2-3 бутылки пива, как ни в чем нибудь. Да здесь милиции на дороге ты не встретишь. Что-то около $900-950 дом можно снять. Как чемодан сдаешь его во временное хранение. Это называется хранилище. То есть и садик, ребенок там же остается в хранилище. И мафия везде есть своя, да, то есть она бывает разная, бывает просто очень наглая. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Надин. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Почему именно Сальвадор? Вышла замуж. Никогда в жизни не думала, что я буду учить испанский, и что я окажусь именно в Латинской Америке. Именно здесь, в этой маленькой стране. Душу греет только то, что Антуан Экзюпери, «Маленький принц», всем знаменитый, именно отсюда. И для меня было очень удивительно, когда я узнала, что его супруга, она была из Сальвадора, ее звали Роза, и он посвятил ей эту сказку. Очень, это мне, знаешь, как-то теплее стало, и что эта страна, в которой он жил, это планета вулканическая, он описывает, собственно, Сальвадор, эти вулканы. И мне как-то стало так роднее, что ли. Понимание того, что моя любимая, например, сказка, одна из моих любимых, она и оказалась, собственно, в эпицентре сказки. А как ты познакомилась с будущим мужем? Я познакомилась через приложение, всем известный Tinder. Он приехал в Москву на Новый год, хотел посмотреть на снег. Снег он не увидел, улетел, а остался в приложении, как все еще, как будто он там. Я прилетела, и моя младшая сестра мне чтобы я не скучала, пока мама работает, и у меня был после новогодних корпоратив, поскольку я работала декоратором, у меня свое ивент-агентство было в Казахстане, я прилетала в Москву, так отдохнуть, набраться новых сил, то, в общем-то, как раз-то, может быть, с кем-нибудь сходишь
пообедаешь, кино. И она мне зарегистрировала в Тиндере. Вот, и я там как-то сам обезьяна с гранатой в первый день, не знаю, чего только там не отмечала. На второй день вот уже поняла, есть просто люди, которые пишут, что им конкретно от кого-то надо, а он написал честно, что он здесь не для игры. И о себе. Мне понравилось, я решила пообщаться. И вот мы общались. Я в 2018 году. Сначала мы в Штатах встретились, потом я сюда прилетела в августе первый раз. То есть ты сама из Казахстана? Я сама из Казахстана. Если у тебя был там свой бизнес, эвент-агентство, то как ты так бросила все и улетела в Сальвадор? Ну, вот идея-то была в том, что здесь мы будем как бы полгода здесь, полгода там, или 4 месяца здесь, и какое-то время в России, потому что он собирался участвовать в проектах Сколково. Он IT-товарищ, который разрабатывает разные приложения. Вот, и я как раз купила в 2020-м квартиру в Москве. И, соответственно, была идея, что меня в любом случае приглашают, и периодически дистанционно веду проекты, даже при том, что меня в стране нет. Ну и как бы идея была в том, что я могу и там работать, периодически приезжать на проекты. Но потом вот у меня родилась дочь, потом все эти сложности, которые там политические сейчас идут. И я сама летаю каждый год видеть маму, родных, друзей. А Луис пока что не готов. Он переживает очень, не знаю почему. Но он как-то не хочет пока что ехать. Боится, заберут в армию. В армию заберут, да. Ага. Ну, в общем, почему-то ему кажется, что обстановка еще неспокойная. И так в учете того, что очень много, знаешь, как здесь брейнвошинг вот этого происходит, и влияние все-таки американских всяких СМИ и всего прочего, как будто этот аутсорс такой происходит. Да? Мало русскоговорящих, которые освещают вообще с двух сторон нормально эту ситуацию. Я, в принципе, за мир. Мы братственные народы, говорим, в принципе, на одном языке. И такое могло произойти с любой страной, которая вот это постсоветская, в том числе и Казахстан. Поэтому я в любом случае за всех переживаю. Мне и там есть родные и близкие, и это всегда страшно. Ну, поэтому, когда еще эта вся информация искажается, и ты можешь слышать от, допустим, мамы, что происходит, и мы там летим туда, а тебе говорят, там сказали, что сейчас куча дронов попадала, там, вы там вот сейчас приземлитесь, там какой-нибудь дрон, там самолет режется. Всякая вот такая вот дребедень. Конечно, здесь человека это очень сильно пугает, переживает, да, за своих членов семьи. А с другой стороны, это, в принципе, как-то так, насколько, представляешь, все это преувеличено, что ли, в каких-то моментах. Ну, здесь, в Сальвадоре, безопасно, здесь же преступность была и так далее. Была. Слушай, скажу так, кому суждено сгореть в огне, тот не утонет. И можно идти и в Москве посреди города тебе кирпич на голову упадет, знаешь, и тебе там... Здесь кирпичи не падают? Здесь, если ты в каком-то месте окажешься, где строительство идет, вполне возможно. Но в целом здесь есть неблагоприятные районы, точно так же, как и в Москве, и в Казахстане. У нас в Алмате тоже это город достаточно большой, серьезный. Это бывшая столица Казахстана. И там настолько как культурное само место, потому что очень много людей с разных стран, и все очень, наоборот, знаешь, как-то так по-родному друг к другу относятся. И у нас чемпион Казахстана катался на коньках, на фигурном катанию. Посреди города ему попали ножом вот за то, что там кто-то хотел снять стекла с его машины. Он, в общем, эти стекла взял, и его пырнули ножом, и он умер. В общем-то, понимаешь? И это в центре города. Поэтому никогда не знаешь. А здесь раньше было страшно. Я еще, когда первый раз полетела, была такая программа «Орел и решка».
Это какой год ты полетела В сюда? 2018 в августе. Есть такая программа, когда они как раз путешествовали по Латинской Америке, и поскольку им нужно было какой-то экшен создать, они решили здесь, знаешь, именно вот Сальвадор прям так некрасиво подчеркнуть. И я как раз смотрю эту передачу, и мне через несколько дней улетать, и я звоню и говорю: слушай, тут показывают, что вот чуть ли они через трупы тут пешком перешагивают. В смысле, то есть, ну, серьезно, такая ситуация вообще небезопасная. Это они убили конкурентов, чтобы больше сюда никто не приезжал и не снимал. Да, наверное. И я очень как бы так, ну, озадачилась. Хотя первый вопрос, который он мне задал: ты откуда? Я вот из Казахстана. Он говорит: is it safe there? Потому что слово «стан» для них все, что вот стан, сразу Афганистан и вот все прочее автоматически, да, хотя мне так смешно, то есть Сальвадор, он маленький вроде бы казался, да, и о нем, ну, людям говорят, там стыдно не знать. Не стыдно не знать, просто потому что там, ну, вот настолько маленькое пятнышко в перешейке, да, вообще всей Латинской Америки. Ну и Казахстан 9-я страна в мире, да, там, где, не знаю, по-моему, 5 Франций, что ли, или 6 помещается на территорию на одну. Когда они, Какистан, где это? Ну, где-то там между Россией и Китаем затесалась. Вот. Но ты знаешь, да, я задала этот вопрос, возвращаясь к «Орлу и Решке», и думаю, ну, что такое. Приехала сюда и убедилась, наверное, в обратном. Сейчас вот с местным президентом новым, конечно, он тут многих поубирал, чего-то каким-то образом навел порядок, гораздо спокойней. Я ни разу не видела там ни одного там трупа, знаешь, на улице, я не слышала про такие вещи. Ужасы везде есть, в каждой стране. Вот здесь запрещены аборты. И здесь тоже есть страшные истории, когда вот наши там эмплеады, ну, как те, которые работают, домработницы, да, когда они рассказывают, что приходится им там уходить из дома и оставлять детей, и там сын соседский, там, которому там 13 лет, 12, может там изнасиловать эту девочку 5-6-летнюю, которую там вот дома одна осталась, да, а братья и сестры не вернулись еще с дома. Такое тоже есть. И есть, когда вот эти же там какие-то ребята тех же девочек насилуют, потому что аборт запрещен, им приходится вот этим там 12, 13, 14-летним девочкам, которые забеременели таким образом, приходится, ну, в общем-то, вот с этим жить. И психологически двойная травма, да, то есть здесь есть моменты, над которыми все-таки стоит работать, даже вот в каких-то таких моментах, да, если все-таки это какая-то жертва насилия, то я считаю, что они имеют право решать, все-таки оставить это или нет. Вот этот вот, знаешь, сам акт, который получил. Президент как действует в таких ситуациях, если они часто распространены? Они не прям супер-супер часто. Сейчас уже в любом случае это меньше. Но, ты знаешь, девочки здесь там 14, 15, 16 лет. Вот наша домработница, у нее 5 или 6 детей, и она первая родила там 16 лет. То есть, ну вот. То есть здесь есть люди, которые... Знаешь, такая граница очень четко выраженная. Те, которые вот более простой рабочий класс, ну, собственно говоря, там вот одно влияние. И мне, допустим, супруг рассказывал, не дай бог, там ты приглянулась кому-то из вот системы мафии. Мне кажется, это в любой стране мира такое есть, что если ты туда попал, то ты уже не выйдешь. Ну, то есть они тебя найдут, они в любом случае там либо же семьей могут что-то сделать, или еще что-то. То есть даже у нас сейчас в Казахстане там есть город под Алматой, Талгар, и там просто вот такие тоже зверства они сейчас происходят, где просто всю семью, понимаешь, решили они показать, что вот мы мафия, мы все можем, и такие вещи происходят ужасно тоже. Знаешь, вроде как ты живешь в своем родном городе, да, и оказывается здесь рядом с тобой в каком-то параллельном мире происходят такие вещи. И Сальвадор ничем не отличается от этого. То есть разные истории. И те многие мамы, которые не могут там этого ребенка никуда устроить, и вот так вот там, если они живут на работе, они, естественно, этого ребенка тоже никуда деть не могут многие. У нас тут в соседнем это просто, это ужасы, но это правда. Просто она порубила на ребенка на куски вот этого и в черные воды отправила. И только потом выяснилось, то есть, ну, это нашли. Ну, то есть мне, как матери, дико такое. Но с другой стороны, я понимаю, что вполне возможно, человек в каком
каком-то вообще отчаянном ситуации. Мы не знаем, как вообще это получилось, с чего это началось вообще, почему она забеременела и вообще и что и как. Потому что здесь есть вещи, которые не поддерживаются. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. В России, например, есть материнский капитал, есть какие-то, знаешь, там в любом случае плюшки, ватрушки. Здесь тебе до 3 месяцев только разрешено находиться в декрете. Потом здесь детский садик с 3 месяцев, когда вот этого ребенка ты туда отдаешь. Для меня это просто я не могу представить вот это. А есть муниципальные, социальные садики или только частные все? Есть. Ну, я не знаю, я не рискнула бы точно так же, как и в медицину здесь в муниципальную обратиться. Вот. Потому что, опять-таки, наблюдая за нашей домработницей, которая не может выйти там на какой-то портал и еще что-то сделать себе операцию, это уже достаточно долго длится. То есть с медициной здесь не очень? Ну, если ты пойдешь в частную, то да, так. Но у них нет такого понятия, как врач какой-то определенной специальности. У них врач общий. Ты приходишь и говоришь, у меня голова болит, у меня там понос, у меня там все на свете. И тебе этот общий врач выписывает все. Если уже какая-то прям совсем плохая сложная ситуация, тебя направляют в определенную там, скажем, больницу, где есть доктор по специализации. Но это все через большое количество времени, потому что это все там бесплатно. И люди ждут даже просто, чтобы сделать УЗИ с определенной скидкой там 3-4 месяца. Моя домработница пошла сейчас делать УЗИ. Они в 4 утра приехали, чтобы 50 человек было. Вот к тому моменту, как она приехала. То есть, чтобы ей выйти в 12 часов дня, она в 4 утра приехала. Просто чтобы сделать УЗИ. Но по поводу УЗИ, да, это очереди часто встречаются. А вот момент неотложной медицинской помощи, человек приходит, ему сразу окажут или скажут в очереди посидеть? Если это местный, скорее всего, тебе придется посидеть в очереди. Там точно так же градируется. Если там у тебя какой-то сердечный приступ или еще что-то, конечно, там, это произойдет быстрее. Но если там поломал руку, ногу, тебе придется посидеть. Скорее всего, еще и придется купить все для того, чтобы тебе наложили гипс. Потому что государственные вещи-то не предоставляют. А если ты... то есть здесь, конечно, лучше иметь какую-то страховку для того, чтобы как-то. Иначе я во время беременности мне пришлось сделать один раз что-то типа МРТ. И МРТ обошлось в $700. Это здесь дорого очень. Все. То есть ты родилась здесь, в Сальвадоре? Мне пришлось, потому что здесь народ очень любит делать кесарево, очень любит пугать, относится, в принципе, вот к этому всему так, знаешь, как... ужасно так говорить, знаешь, как не как к мясу, но вот как к мешкам денежным. И, конечно же, когда ты делаешь кесарево, соответственно, ты получаешь двойную плату, потому что ты как за операцию получаешь, а не за естественные роды. Я, например, была за естественные вертикальные роды, и мне пришлось там на всякий случай нескольких врачей иметь в виду, и только там один сказал «да». Но он сделал все для того, чтобы этого не произошло, потому что ему было удобнее, чтобы родили в это время во столько-то и тогда-то. И заплатили столько-то. Еще столько-то, да. Хотя я вообще планировала ехать в Москву рожать. Вот. Опять-таки, там то-то, то-то, начинают пугать, запугивать. У меня супруг очень чуткий на все эти вещи, и он
Как это? Вообще до 34 недель можно летать. Собиралась в 30 улететь. Ну вот, в общем-то, ну, наверное, так тоже надо было. В общем, дочка у меня сальвадорка, с сальвадорским гражданством. Маленький магазинчик из местного. Здесь очень много чего интересного представлено. Ну, там, папайя достаточно много кто знает. Много кто знает, может быть, личи, да, хотя бы консервированные видели. А вот гуаява – это что-то типа местного яблока, только у него вместо нашего центрального вот с небольшим количеством семечек. То есть их достаточно большое количество. Если тут оно немножко запотело, ну, можно потом поближе посмотреть, разглядеть. Вот это гранадия. Я тебя сегодня и угощала. Когда ее разламываешь, внутри семечки вместе с соком, который просто выпиваешь. Она очень прикольно хрустит, сладенькая. Мандарины у них обычно вот такие зеленые. Они кислые, я их не очень люблю. А вот этот фрукт, он тоже интересненький. Внутри, я не знаю, сейчас попробую договориться, может быть, нам его откроют, я узнаю, сколько он стоит. Оля! Оля, buenos días todavía, ¿verdad? Я voy. Пока на паузу можно поставить. ¿Cómo se llama? Níspero. Níspero. Y tiene aquí. ¿No? ¿Cuánto cuesta? Mira, quiero solo una porque es que mi amigo nunca probó y yo quiero, pues, dejar a él a probar. ¿Solo? Sí, ¿cuánto va a ser? 50. 50 centavos. ¿Y esta? Sí, ya soy nueva. Sí, porque normalmente granadilla como vale 4 por un otro. Igual. Короче, нам на пробу, если ты хочешь, вот мы можем купить, 50 центов будет вот это стоить, я могу разломить, да? И вот это вот они нам сейчас помоют, и я разрежу. Es mejor cuando está suave, ¿verdad? Vaya, entonces me lava, por favor, esta y esta, y puede prestar después un cuchillo. Что у них варится в печи? Вот это известно, это известно атоль. Атоль – это что-то вроде нашего а-ля киселя, ну, можно так сказать, но у них он нескольких видов бывает. То есть тут маис тостада – это вылетело из головы слово, столько пауза. Сейчас я вспомню. Маис тостада – это кукуруза, которую они сначала обжаривают на огне. И потом они срезают зернышки, все это варят, перемалывают в блендере, и вот она получается такая каша-киселеобразная структура. Хакоте – это местный такой фрукт маленький, чем-то похож на оливку внешне, но он, ну, то есть большая семечка, очень мало мякоти, он слегка терпкий. Ну, есть шоколад горячий, местный. И вот, атоль де элоте чисто кукурузы не вижу. И есть даже с местными фруктами. А как выглядит в кастрюле? Пусть покажет. Сейчас мы попросим. И no tiene atol de elote. No. No Solo tiene. hay de jocote, piña y de maíz. Ok. Y puedes mostrar, por favor. Él quiere ver cómo se ve. Hacemos una Este es el atol de jocote. атоль де хокоте. Это кукурузное, да? Нет. Хокоте – это вот этот вот маленький фрукт. Аки. Вот это хокоте. Он выглядит вот так. Он сладкий получается? Ну, относительно сладкий. И cuánto cuesta el vasito de jocotes? Ese cuesta 2.50. 2.50. То есть она варит компот? Ну, по сути, но оно больше похоже на кисель. Я попробую сейчас узнать, может быть, здесь где-то будет атоль де маис, потому что это самое вкусное из того, что есть.
Вот. От Атоль де Маис ты можешь уже отталкиваться, то есть именно кукурузный, да. Ну пусть она резанет, покажем, как это выглядит. Сейчас мы это все разрежем. Я хотела просто еще хикаму. Ну, а quanto cuesta хикама? Eso cuesta 2. Короче, вот это стоит $2. Это редиска. А это не редиска. Она похожа чем-то внешне на нашу репку, но она сладкая и хрустящая. Но это корень. Чем-то похож на топинамбур. Ты когда-нибудь пробовал топинамбур? Вот. Ну, значит, мы вот это купим обязательно, чтобы ты попробовал. И мне интересно будет именно твое мнение по этому поводу. Préstame, por favor, cuchillo. Ну, личи, я надеюсь, ты уже пробовал. Вот я Ну, сейчас... покажи просто, как оно выглядит на Да, видео. Я сейчас открою, и ты можешь заснять, как это выглядит на видео. Вот эти косточки, вот эту всю мякоть съедаешь, выпиваешь. Они очень хрустящие, сладкие. Из них делают, они называются рефрескос. То есть они это кидают в воду, немножко добавляют сахара, можно лимон. И в блендере перемалывают. А это как называется? Нисперо. Нисперо. Нисперо, он похож чем-то на хурму. У него даже вот косточка такая, чем-то на хурму похожая. Он естся без кожуры. У него даже цвет такой хурмовый. Ну вот, давай, пробуй. Расскажешь. Похоже? Мгм. Чем-то похоже на хурму, просто хурма, она более хрустящая, да? Но хурма это- еще вяжет, а это не так вяжет. Ну, зависит от самой хурмы, конечно. Ну, от сорта, да. Да, от сорта. Если это королёканая, хрустящая, сладкая. Ну вот, в целом выглядит вот такой вот оранжевенькой. И держи еще. Здесь еще много интересных фруктов. Сейчас Все они растут в Сальвадоре? это все сальвадорское. Ниспера, гуаява, личи, хакоты. Клубника тоже местная, но она здесь не сладкая, потому что она в основном вот в тени. И ну, она плохо вызревает достаточно. Ну, давай, знаешь, прям вот я хочу, чтобы ты Редиску? редиску. Они иногда добавляют, вот бери вот эту. Это не такая молодая. Хрустящая. Сладенькая. Чем-то отдаленно похоже на картошку сладкую, да? Я почувствовал вкус гороха. Горох. Вкус гороха. Ну, сладкий. Не такой. Ну, тебе не повезло. На, вот эту. Вкус горохов. Идеально. Мне напоминает топинамбур. Но сладкий, да. Они сюда добавляют обычно два вида специй. Например, есть те, которые любят просто с лаймом, а есть те, которые перемалывают тыквенные семечки и вот этот вот зеленый порошочек еще сверху посыпают. Ну, либо чили. Это я люблю, если уж под настроение, то вот в таком вот чистом виде. То есть ты, когда родила, а дочь сразу получила автоматом гражданство? Я делала казахстанское гражданство, но поскольку наши казахи вредные и сказали, что... А это как раз была пандемия, я забеременела во время пандемии. И когда я родила ребенка, я не могла выехать в Казахстан для того, чтобы обновить бумаги. Здесь нет посольства Казахстана, а то, которое в Мексике, оно не особо-то, знаешь, на самом деле озадачена своими ближайшими там какими-то странами, которые тут... В Мексике, да, ты сказала? Да, есть посольство Казахстана в Мексике, я потом там была. Вот. Ну, в общем, тоже не самый приятный опыт. Но сам факт, что они сказали, что поскольку официально ребенок не был рожден в браке, мы ставим прочерк, то есть ребенок как бы без отца рожденный, и он должен официально приехать с челобитной, сказать: я вот лично приехал, возьмите меня в отцы к своей дочери. Ну, то есть, в общем, странная, система. Ну, и, естественно, мне супруг не мог выехать, не может. Сейчас мы не можем, как бы, знаешь, так
всей семьей туда-сюда путешествовать, что достаточно дорогое удовольствие получается по перелетам. Ну и мы всегда здесь есть что делать, в общем-то. Поэтому пришлось выбрать гражданство в пользу Сальвадора, где нам сделали быстро паспорт, потому что по праву рождения она имела право. Я могла выбрать, потому что либо Казахстан, либо Сальвадор. Казахстан не разрешает двойное гражданство. Не разрешает? Не разрешает. Окей. Если ты выбираешь сальвадорское гражданство, через сколько лет после рождения ребенка ты можешь его получить? Я могу уже получить. Сразу? Потому что Или я нет? замужем за сальвадорцем. То есть, окей, ты в браке за сальвадорцем, но ты сколько-то лет должен пройти или автоматически сразу получаешь? Прям сразу они не дают. Не дают. Они все равно тебе дают вид на жительство сначала на год, потом на 2, потом на 3. По истечению 3 лет ты можешь, в общем-то, получить. Но многие ребята сейчас, чтобы не создавать себе сложностей, как моя сестра хотела себе, в общем-то, здесь остаться и сделать паспорт, чтобы, знаешь, как не обременять себя там брачными узами и всем остальным, как делают в Штатах, ты можешь открыть фирму. И это гораздо дешевле и проще, и все официально, и стоит она, не помню, около $800, от 800 до 1500 вместе с услугами нотариуса, допустим. Эту фирму же надо потом вести, отчеты и все прочее. Бухгалтерия стоит $20-40 в месяц, даже если ты сдаешь нулевки. И сколько лет это надо вести? До гражданства имеется в виду. Смотри, то есть, если человек озадачен конкретно сюда переездом, здесь на самом деле Сальвадор, оно как поле непаханное, потому что страна маленькая, очень много чего здесь, в стране нужно. Начиная от какого-то хорошего доктора, врача, там массажиста, хиропракта и всего остального, дантиста, потому что здесь тоже есть определенный в этом плане провал, и там ортодонты, и специалисты в IT, и ребята, которые разбираются хорошо в инженерии, или там тоже ремонт машин, как здесь ремонтируют машины, это просто домик. Привези пару ребят, открой здесь гараж, все просто у тебя очередь будет там на год вперед. Просто потому что толковых специалистов, нет. Но здесь надо жить. Большинство людей как хотят. Я приехал, экономно, быстро сделал гражданство, я уехал по своим делам. Здесь так. Ты должен находиться определенное количество времени здесь и там. То есть в любом случае тебе придется здесь находиться какое-то время. Это пуньюэлос. ¿Cuánto en una porción? 1.53. Sí, dame otra. Ajá. No, esta. Что это такое? Пуньюэлос – это пампушки, сделанные из юки. Из юки. И они каким-то... Апарте, порфа. Они делают отдельно с медом, но мед, который они сами делают из тростникового сахара, он поэтому такой коричневый. Они добавляют туда собственные специи, бадьян, корицу. Сладковатое. Gracias. Выглядят они вот так, эти пампушки. И они хрустящие. И у них очень необычная текстура, потому что юка, она безглютеновая. И это корень. Как называется само? Пуньюэлос. Пуньюэлос. Сейчас дальше пойдем. Еще это сама юка. Они иногда ее варят. Юку я ел. Да, иногда они ее варят, иногда они еще жарят. И сверху потом на томатную пасту и прочее. Вареная лучше. Cuidado, está cayendo. Жареная, она жирная. Немножко, да. Это у них молоко, и это платано. То есть они поджаривают банан местный и делают его со своим местным молоком. Оно такое полусгущенное получается. Если ты никогда не пробовал, интересно, если ты любишь Платано платано. пробовал, а с молоком не пробовал. Вкусно. Такой полудесерт. ¿Y qué tiene aquí por dentro? Picado de vegetales. ¿Cómo se llama? Я Como olvidó. papa, zanahoria y ¿Cómo se llama? Я olvidó. pastel. Да, они называют Pastelete masa. пастелитос, то есть пирожочки, что-то типа наших пирожочков, только они их жарят. А внутри там всякие разные овощи. Мясо есть? И tiene con carne, ¿o no?
No, hoy no lo sé. У них бывают разные презентации, но вот сегодня у них только А вот она в вегетарианская. кастрюле что-то варит. Это не мясо? Может, он там варит в Aquí кастрюле. dorando el frijol para las Это фрихоль, это красная фасоль, уже перетертая, и они ее сейчас готовят для того, чтобы приготовить местные пупусы. para las pupusas. А, для пупус. Для пупус. То есть у них здесь же все есть. Ну, вот, собственно говоря, это мой просто самый такой любимый уголочек. Кукуруза у них двух видов. Вот эта кукуруза, она белая. Ну, Она кукуруза такая, меня не удивить. Кукурузка, ну, кукуруза. других. То есть она белая. И у нее как такового прям яркого вкуса нет, она не сладкая. Поэтому они ее всячески там пряностями удобряют. И называют они ее сумасшедшей кукурузой. Лотте локо. Потому что они наносят там и кетчуп, и какие-то острости. И, в общем, она такая, получается, полосатая, красная, зеленая, черная полосочка. Еще сверху потом сыр, майонез. И, ну, в общем, вот такой вот смерть поджелудочная, но сальвадорцы любят. Они называют это нуэгадос. Это чисто сальвадорское название. А пуньюэлос, оно пришло с Колумбии. И, ну, изначально это как пампушки, да. То есть нуэгадос – это чисто сальвадорская тема, которая сделана из муки юки. А пуньюэлос еще известно тем, что это обычная мука, но очень сильно взбивается яйцо до такой пышной белой шапки, да, и вот эту белую шапку они потом обжаривают, и вот она из этого называется пампушкой. А вот этот банан, который у нас в простонародье банан, здесь он называется платано, они называют это каноа, потому что она похожа на лодочку. И они готовят молоко со специями, загустевают немножко при помощи той же юки, которая вот обладает таким свойством. И оно получится такое слегка желеобразное, птичье, не птичье, ну, сгущенное молоко. Только вот официально президент объявлял заплатить Если $1 или $2 миллиона, и я даю гражданство. Есть такое? Не слышала, но я слышала другое официальное заявление. Если ты айтишник, тебе сразу дают гражданство. Если у тебя IT, ты подаешь, тебе дают гражданство. Но ты должен здесь жить. Или ты можешь уехать потом сразу? Ну, ты как бы в любом... А в чем им интерес тебе давать гражданство, если ты не трудишься на благо их страны? То есть они тебе говорят, у нас есть вот такие вещи, у нас есть такие контракты, мы тебе столько будем платить, только вот на тебе гражданство, живи. Да, многие на самом деле ищут вариант, чтобы с той же России сейчас уехать, да, и куда-то в спокойное место. И те ребята, которые вот, те же, допустим, айтишники, да, они спокойно могут сюда приехать, им сразу дадут гражданство и помогут. То есть сразу же даже, знаешь, работу предложат, потому что Наиб Букеле заинтересован в этом. Потому что даже как наш товарищ Путин, понимаешь, что приедете, и вам в течение 3 месяцев дадут гражданство, если ты IT-специалист и всей твоей семье. То есть, поэтому за них вот почему-то сейчас такая битва идет. Но я просто вот этот момент точно знаю, потому что это официальное заявление, его можно найти в интернете, и это факт. Букеле сколько лет уже президентом является? Вот это 5-й год. Он переделал Конституцию, как некоторые люди, вот, Диктатор? Но он свою линию гнет. Я скажу так, что с ним просто стало спокойней многим людям, это однозначно. Что он навел порядок, это да. Какими-то вещами я не согласна, просто живя здесь и понимаю, что очень много все-таки над чем еще можно поработать. Там бедность, какие-то дома престарелых, там дома вот эти вот для... Ну, та же медицина, про которую ты говорил. Он открыл госпиталь в центре. Частный. Даже не знаю, какой. Может быть, скорее всего. Он госпиталь Эль-Сальвадор называется. Есть вещи, которые доделал, скажем так. То, что там программы же прописываются не на 3 года, понимаешь, там, сделать дорогу, там, 20-30, 20-40, знаешь. И он пришел такой, вот это ты присвоил, это я сделал, это я сделал. Хотя, то есть оно просто не можешь иной раз вот уложиться в один срок, там, 4 года, когда это какие-то большие проекты. Но из всего, да, людям стало где-то спокойней. Просто вот он в прошлом году, по-моему, делал Miss Universe здесь. И
мисс Россия приезжала, и у нас из Казахстана девочка была. Нам вот повезло, мы приходили. Ну, много болеть. внимания он к своей стране Да, привлек. но внимание это стоило миллионов долларов. И, то есть, когда я говорю, слушай, если бы я была президентом, видя, какие удолбищные дороги в некоторых местах или отсутствие камер, которые бы помогли, как у нас в Казахстане, как у нас в России, знаешь, ты переехал, там линию чуть-чуть, пик, тебе штраф. Да, но зато это людей приучило к определенному порядку. То есть ты не можешь там пьяным выехать на дорогу, ты там лишишься прав. Здесь 2-3 бутылки пива, как ни в чем-нибудь. Да здесь милиции на дороге ты не встретишь. Не встретишь. Ты вот видел, да, если стоит дорожный патруль, тебя никогда не остановит. Особенно таких, как мы, челюсть, как они называют, да. Но по факту, то есть нарушений очень много на дороге, очень много, даже автобусы могут стукнуть и уехать. Там человека сбили, здесь нет вот этих плакос. Ты видел, что на машинах очень часто нет даже переднего номерного знака или заднего, или вообще их нет. У меня Знаешь, нет как меня переднего пугало? номера. А меня это пугало, потому что человек ударил, сбил кого-то, к примеру, он уехал, то есть ты даже не сможешь понять, потому что нет номера. Если в России или в Казахстане у тебя не будет с двух сторон номера, тебя там, я не знаю, что там с тобой сделают, как тебя накажут. Ты там на передней камере на первой попадешься. То есть все-таки есть какие-то такие моменты в пользу закона, которые мне нравятся, именно вот по безопасности, да. И я бы этот миллион в первую очередь вложила в камеры, в контроле качества на дорогах. Даже если ты так борешься с этой мафией, да, элементарно имея вот эту вот камеру где-то и видя, зная, что вот какая-то такая-то машина была, там подозрительно сделала то-то, то-то, ты можешь это проверить, по пути. А этого нет. Сейчас только там где-то в нескольких местах есть спид-лимиты. И то на 90, знаешь. То есть Всё. камеры, которые висят, они со штрафом или просто для информации? Есть буквально 1-2. Со штрафом. Но, да, и сейчас пишут, что камера на контроль на красный свет, но что ты не можешь проехать прямо направо, ты поворачиваешь. Это да, это везде полотенец так идет. В общем, есть какие-то такие моменты, которые понимаешь, что на самом деле страна нуждается больше не вот в этом внимании, внешнем, Мисс да? Университет. Ага, хорошо, но ты привлек внимание, а при этом люди приехали в страну и вот такие немножко оглянулись по сторонам, да, то есть здесь на самом деле много классных мест, да, и вот для серфинга здесь проходят мировые соревнования по серфингу, собирают серф-сити, то есть вот он отстроил, да, внимание этому уделил, и действительно сюда приезжают ребята, здесь очень классные пляжи, они все разные, есть прям с этим черным песком, прям черным, мне подруга не верила, я привозила в Казахстан, потому что он как блестки блестит, черный. Вулканический песок. Да, но он при этом не горячий. То есть Но он, идешь. говорят же, содержит металлы и не очень полезен организму. Ты знаешь, это часть природы. И эта часть извергающего, скорее всего, это извергалось лава сама. Здесь есть очень интересное место. Вулкан Эл-Сальвадор, который извергался, он с одной стороны зеленый. Ты потом можешь показать зрителям, что с одной стороны с нашей стороны города, он зеленый. Но есть и обратная сторона, куда я тебе рекомендую проехать. Ты удивишься, как казалось бы, знаешь, как две стороны медали. Там просто как лава шла, ты оказываешься как будто на Луне. Там нет деревьев. Там просто как лава легла этими огромными кусками, и ты идешь по этим камням черным, как будто ты на Луне находишься или на какой-то другой необитаемой планете. Очень интересно. Потом, знаешь, так дорога, потом опять лава, потом опять дорога, потом опять лава. И оно все такое. И, для меня это было прям даже необычно, потому что даже само ступание по этим камням, оно другое. Обычно камни тяжелые, а это же как пемза, она легкая. И есть это даже такое легкое ощущение невесомости за счет того, что ты наступаешь на пемзу, и она не имеет такого веса. Я не знаю происхождения, честно говоря, именно этих блесток, потому что черная пемза, она не блестит. Она не блестит.
А песок, вот этот вот, он имеет яркий блеск. Особенно вот просто берешь на руку, и на солнце как будто тени на руках. И есть чисто белые пляжи здесь, есть вот такие вот черные. Есть вот там, где Льтунка, там все вообще в круглых камнях. То есть туда ребята приезжают только на серфинг. То есть так ты в воду не зайдешь, потому что эти камни, они прям, ну, по ногам бьют туда-сюда. Это, ну, не кайф. Но зато там волны классные. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Сама ты чем здесь занимаешься? Ну, во-первых, я мама своего ребенка. Это круто. Это огромная работа. Я теперь вообще, когда становишься сам мамой, на самом деле понимаешь, что можно не работать. ты уже, да, ты не работаешь. И мне подруга вчера говорит, я говорю, ну что, вот как прошел день рождения? Здесь, кстати, день рождения абсолютно по-другому приходит, в отличие от наших. Здесь обязательно должна быть пиньята с конфетами, огромное количество детей, всем еще подарки за то, что они пришли, каждому. И не дай бог ты, да, не дай бог ты ребенку какому-то еще не купил подарок за то, что он пришел, да, к твоему ребенку с день рождения. То есть здесь немножко такое по-другому. Что еще из интересного? Ну, просто ты сказал, у тебя был бизнес. Ты его, так понял, продала в Казахстане, переместилась сюда, и здесь теперь чем ты занимаешься? Да, здесь, ну, поскольку я человек творческий, мы сейчас развиваем тему знаешь, как обычные цветы их можно купить, но они, как бы, ты потратил там $40-50, да, и они там в мусорку улетели. При этом флористика здесь, конечно, очень такая... Поэтому я решила, знаешь, не заниматься этим здесь, потому что, ну, слишком меня травмировало за что я вижу. Цветы съедобные. Вот такая идея была. Идея была привезти цветы съедобные сюда. И делаем из эфира, из шоколада, называется коллагено, как бы, то есть шоколадные с коллагеном цветы. Ну, то есть это как что-то такое новое и более полезное, чем те сладости, которые у них есть. Плюс... То есть букеты, которые можно есть, ты даришь? Букеты, коробки, да. Там с ягодами, с конфетами? Совсем, но не, допустим, не как не так клубника в шоколаде, а именно в форме цветов. Может, еще как вариант такой мужской букет, колбаса, селедка, бутылка. Ты знаешь, пробовала, думала, но опять, то ходить немножко в микс флористический такой, я пробовала, вызвало это огромное, конечно, любопытство, но они очень долго так к новому чему-то, знаешь, привыкают. Поэтому мы пока что с цветами.
Потом здесь все-таки жаркая страна, и вот там сделать какую-то определенную нарезку, и вот это вот все так это воткнуть, упаковать, пока это потом доедет, это может просто потерять какой-то там вид, еще что-то. Я вот не рискую с тем, как здесь работают Uber, вот эти вот мотористы. Даже мы с цветами периодически, в общем, не по нашей вине. Там повернуть как-то так, знаешь, все перевернет, поэтому... Так, и цели какие? Захватить цветочный мир Сальвадора? Цели, немножко что-то здорового внести вот в их нездоровое питание, да, какую-то культуру новую, да, вместо там цветов, которые ты просто там выкинул в мусорку, ты здесь полюбовался, поел и еще и других угостил. Вот. Плюс второе, чем я занимаюсь, называется Pura Oro. Чистое золото. И я здесь, такое прям наше творчество, фиячество. Здесь есть одна девочка в Сальвадоре, которая вот не то, что она меня вдохновила, скажем так, с нее началось ее салона, все. Потому что наготове хотелось бы вот это, хотелось бы то. Она русская. У них тут есть такое название маникюра руссо. Непонятно, почему руссо, хотя, то есть вот аппаратный маникюр, он во всем мире аппаратный, но они здесь называют маникюр руссо. Потому что они русские? Нет, то есть независимо, в Сальвадоре даже ты придешь куда-то в какое-то место, и тебя спрашивают, тебе какой? Там, брезной или руссо? Если руссо, значит, тебе с машинкой сделают. Такое вот, и педикюр руссо. Значит, первый человек, который привез машинку, был русский. Может быть, не знаю. Было забавно, но вот так вот они здесь это обозначают. И, в общем, это органическая косметика полностью. То есть натуральные масла, твердые, жидкие, взбитые крема. Я делала до этого шампуни. То есть твердый шампунь. Его можно как мыло, как шампунь. Если там pH 5,5, это очень круто. Потому что здесь они всякую синтетику, силикон, всякую вот эту фигню, которая просто топится в красивой формочке. И здесь народ, вот они вот про это, чтобы вкусно пахло, чтобы, вот, знаешь, такое вот миленько выглядело. Состав, на самом деле, очень мало обращает внимания. И вот, допустим, вот с Анной, почему мне нравится там, потому что люди пробуют, то есть она работает на этих продуктах, на моих, то есть органических, и люди знают, и они действительно читают состав. Потому что там, у меня вот натуральная губная помада, минеральное масло. И я так улыбаюсь и говорю, вы читали, что такое минеральное масло? Я, то есть, не, знаешь, просто если мне что-то интересно, я начинаю это больше изучать, смотрю какие-то рецепты, потом я делаю еще глубже, то есть там, как можно это усовершенствовать, как сделать это еще лучше. И вот создаю что-то абсолютно свое уже со своей формулой. Да. А продвигаешь это где? Facebook Market или где? Инстаграм. Вот сейчас я страничку обновляю, поэтому пока что не буду хвастаться. Вот она сейчас на заполнении находится, перезаполнении. И рекламу туда отправляешь? В Инстаграме? Да, если кто-то захочет, то есть я буду работать здесь удобнее через Инстаграм все-таки. Хотя Facebook Market, понимаешь, он здесь такой, он больше про носки, трусы, знаешь, там, какие машины там все в кучу смешно. Ага, да, знаешь, вот мухи, котлеты. Поэтому если все-таки продукт какой-то немножко имеет все-таки качество и стандарт, то мы даже с цветами на Facebook не заходили. А с цветами сейчас на сегодняшний день работаете? Или... Да, работаю. У нас есть заказы. И даже вот у нас есть те ребята, которые заказывали нашему президенту местному в подарок к Новому году. Так что мы потихонечку растем. Но опять, за счет того, что это новая тема для сальвадорцев, они очень так, знаешь, осторожно относятся. Те, кто попробовал, им уже нравится, они возвращаются, а остальные, многие думают, что это свечи. Даже они не читают, хотя там на испанском написано, что там съедобно. Поэтому да, это займет время, но это интересный опыт, знаешь. Не как там раньше, глобально, вечеринки, все. Но и потом, знаешь, с возрастом как-то уже хочется как-то по-другому, что-то спокойное. Спокойствие. Да, я уже не смогу так, знаешь, там 3-4 ночи не спать, монтажи ради какого-то там крутого проекта, как раньше. Это они
те самые семечки перемалывают, про которые я тебе говорила, тыквенные, и называют вот такую вот муку альгвашты. И используют ее с манго, с зеленым и со всякими остальными штуками. А вот это их цветок. Называется лороко. И они его продают вот так. Добавляют они его в курицу и очень-очень гордятся пупусами с лороко. То есть это сыр, они прям вот весь этот цветочек полностью вот так вот мелко рубят. И он придает такой необычный, легкий привкус блюду. Вот. Растет он как лиана, и они просто срывают и используют в пищу. Ну и вот известные, любимые ими, потому что они употребляют огромное количество бобовых. Здесь чего только не встретишь, это тоже употребляется в пищу. Чай, каркаде, ямайка тоже здесь растет? Да, и это кресяки, también. Он Да, здесь растет? тоже растет здесь. И у них есть тамаринда. Вот это так вот не, в общем, не очень приятно выглядит, но при этом это вот настоящий вот этот фрукт тамаринда. Там внутри косточки, и он обладает таким кисло-сладким вкусом. Он уже готовый. Штучка прикольная, вкусная. Ну, как наше яблочное пюре, слегка кисловатое. Местный мед. Он отличается в оттенках. Ну вот. Меньше бутылочка есть? По-моему, это самая маленькая, которая у них бывает. Но она недорогая. ¿Cuánto cuesta botecita de miel? $3. Как называется фрукт? Сапоте. Это то, что мы пробовали вчера в горах. Они бывают разного размера. И внутри они красненькие, с большой сексуальной семечкой. И по вкусу они похожи чем-то на нашу хурму. В каких районах растет? Оно растет, в принципе, здесь, в самом Сальвадоре прорастает, но деревьев очень мало. Вот, можно увидеть. Вот, но деревьев очень мало, то есть они должны быть прям очень большими. И это растет не на ветках. Вот это растет на стволе. Вот самое интересное, что оно как какао и растет только на стволе. Ну, вот такая вот у него интересная история. Дорого ли жить в Сальвадоре? Сколько стоит здесь жить? Зависит от у кого какой достаток. Я всегда удивляюсь, да, допустим, наша домработница, у нее около $400 зарплата, ну, плюс она там еще дорабатывает, да. Чисто у нас у нее $400. В среднем, то есть они где-то $21-25 в день получают, вот так, в зависимости от там, длины дня и всего прочего. Но это имеется в виду вот став, скажем так. Ну вот, то есть она как-то, знаешь, у нее 5 детей, и у мужа может быть такая же зарплата. То есть они как-то там умудряются. То есть средняя... На 1000, может быть, они там все вместе умудряются даже жить, да. При этом там у моего супруга, у сестры зарплата там выше гораздо, и она что-то получается в районе 1500, плюс там еще ей бывший супруг там с детьми помогает, да, там и одежду покупает, и продукты и так далее. Его мама живет вместе с сестрой, у нее где-то пенсия $800-900, им не хватает. Окей, но на своем примере, вот вы живете в Сальвадоре, муж, ты, ребенок. Сколько стоит аренда квартиры, питание? Аренда квартиры, если вот, допустим, как вот нас ребята снимают дом в неплохом месте, и там недалеко сразу и школа, и садик, там вот прям хорошее предложение было. Что-то около $900-950 дом можно снять. Если ты, конечно, хочешь там вот по центру где-то жить, там, конечно, цены и 1,5, и 2 по-разному. Но можно хороший домик, там, где вот с бассейном, знаешь, и совсем есть, и где-то в среднем 10-15 минут вот до нас отсюда доехать. И школа прям вот рядом очень хорошая, Майя, и садик там же. Школы где-то стоят $400 в месяц, если такая средняя школа. Там Британика, то есть Great Britain, Америка здесь есть, американская и немецкие школы. Сколько стоит, ты сказала? Вот билингва школа
400. В среднем 400-460. Это за месяц или за какой? Месяц. Месяц. Плюс есть входные. Вот в садике тоже есть входные. Входные у всех разные. Кто там сколько просит. Допустим, в Британику $2000 вход. Во Францесс, по-моему, тоже французская, а немецкая там что-то около 700. А там прямо реально немцы работают? Там это школа на немецком языке, где база испанская, то есть они сначала учат в любом случае детей алфавиту испанскому, на него ставят немецкий, и у них все на немецком языке. Французская, то есть, соответственно, там французский основной. Может быть, там есть какие-то школы, где еще английский добавляется. Да? Британика и американская, то есть там английский язык основной. Каждый выбирает свое, да, если кто-то хочет в дальнейшем отправиться детей в Штаты, возможно, им больше подойдет американская школа. То есть немецкая школа, она востребована? Достаточно востребована. Здесь на нее очень огромный спрос, потому что она очень хорошо основана, она ниже, по стоимости, чем та же Британика и, допустим, там Францесса и американская, но она при этом с очень таким хорошим, основательным достаточно образованием. У них есть английский как второстепенный язык, который потом вводится, но он не настолько сильный, но он есть. Получается, ребенок уходит трилингва. Да, то есть немецкий, все-таки есть английский и испанский, потому что ты в испаноговорящей среде. Есть эти билингва-школы, где основной идет английский язык и испанский. Вот. В любом случае садики здесь отличаются от того, что у нас. Здесь садик только на полдня. 12 часов, 11:45 ты должен ребенка забрать. Здесь нет обедов, ужинов и завтраков у ребенка. То есть там не кормят? Не кормят. Ты должен привести ребенка накормленного, еще с собой дать, называется ланчера, ланч. То есть такую коробочку, в которую ты там все, что ты считаешь нужным, положить. Окей. Ты заплатила за частный садик, но там не кормят? Ни в каком садике не кормят. А ты можешь доплатить денег, чтобы его кормили? Или там вообще столовой нет? Там нет столовых как таковых. Есть, допустим, когда ты в школу ребенка отдаешь, например, допустим, которую я сейчас узнавала, школа Майя или там та же Лимана, у них есть столовая, где они могут что-то купить. Можно заплатить дополнительно в сутки, например, $3, да, и тебе что-то для ребенка приготовят, не знаю, яйца, что-то. Но поскольку это все-таки Центральная Америка, здесь жарковато. Бывает так, что, знаешь, там они эти кухни делают полуоткрытые, там могут какие-нибудь мухи летать. Я человек, который, в общем, предпочитает обходиться без этого. И, плюс у меня ребенок, у нее аллергия на многие вещи. И я считаю, с одной стороны, может, это и неплохо, потому что если, допустим, у меня у дочери проблемы с глютеном и с молочкой, а в садике, извини меня, там все хлеб, эти каши, все молоко, то у меня в любом случае ребенок бы оставался даже в обычном садике голодным. Вот так. Потому что для ребенка отдельно готовить бы в садике точно не стали. Даже в нашем. По поводу садика, какое вообще отношение местных сальвадорцев так же к твоей дочери? То есть она же все равно как иностранка выглядит. Они здесь, они как тайцы, знаешь, они любят вообще детей маленьких. Они все, раньше я как-то этого не замечала, сейчас такая же стала. У нее ребенок, он милый, они здесь все умиляются, они конфетку спросят, можно ли дать. Они прям уси-пуси, такие, знаешь, с детьми. И наоборот, у них, если ребенок такой красивый микс, а можно потрогать, а как тебя зовут, а можно тебя угостить. Давай сфоткаемся. Давай сфоткаемся, да, и какие глаза красивые, или какие кудряшки. То есть садик, в который у меня дочка ходит, там сегодня привели мальчика-афроамериканца, но при этом он он сам с Америки. И, видимо, они здесь по работе, еще что-то. То есть, и он тоже сегодня такой, знаешь, по сторонам смотрел. Милане легче, потому что у нее и русский, и испанский, потому что ее все-таки окружает. Плюс английский язык у нее база есть. То есть она, даже, можно сказать, с 3 языками. Но все же пока что мне было дико. Как это платить $400 за полдня?
А если ты хочешь, как бы, те, которые работают допоздна, и прям вообще не с кем оставить, называется гуардерия. А гуардар – это просто, когда ты, знаешь, ну, как чемодан сдаешь во временное хранение. Это называется хранилище. То есть и садик, ребенок там же остается в хранилище. И там немного, на самом деле, детей. Это стоит дополнительно, в зависимости от садика, ну, около $160-190 в месяц. Ну, то есть у меня ребенок сейчас вот в этом вот садике, поскольку он не при школе, это официально 165, по-моему, долларов в месяц. Плюс я могу в течение недели набрать там по часу дополнительно занятия. То есть он с 12 до часу будет заниматься, и ты там можешь выбрать музыка, английский, там какие-то развивашки, еще что-то. И вот 5 дней в неделю у него могут быть разные уроки, ну, как бы дополнительные. Каждый урок стоит там $10 в месяц. Или если ты 2 раза в неделю его делаешь, то $20 в месяц. То есть, в принципе, как бы можно набрать там до $200, и у тебя ребенок, он такую еще как бы развивашку получает. Но это на полдня. Так, вот. По детям понятно. А так средняя заработная плата? Средняя заработная плата, вообще? если говорить про став, который у тебя трудится, то это $20-25. Это вот так, в день. Если говорить о людях, которые работают, допустим, как вот IT-специалисты, то у них 15, 20, 25, $30 в час, в зависимости от. Если мы говорим о враче, то в среднем стоимость консультации от 40, 35-40, вот так, да, возьмем, и до 60-80 даже бывает. В зависимости от, ну, как бы, врача, его статуса, качества и всего остального. Здесь не хватает те, которые ультразвуки, вот, ну, всякие узкие вот эти специализации. узкие специализации. Ну, получается, заработная плата средняя от то, что ты озвучила, IT и врачей, это от 1500 до 2500. Или больше бывает? Ну, у меня вот у подруги супруг зарабатывает 5. Но им вот при том, что они зарабатывают в 5, они снимают дом за 1000, там 1200, да, ну, даже на 1000, допустим. У них 2 ребенка в школе немецкой, вот сейчас садик и школа там же. Это тоже уже $1000 с лишним, только там вот на это уходит. Плюс в любом случае продукты на 2 взрослых и на 2 ребенка, это здесь продукты дороговаты. То есть, если ты на маркет едешь, да, и ты можешь купить там рыбу, опять-таки, как ни странно, я даже сравнивала с Москвой, и иной раз дешевле там купить креветки и там осьминога и все остальное, чем здесь. Здесь на Пуэрто де Либертад, это, то есть, порт центральный, где они все это привозят, $5-6, полкило, 456 грамм, да, либр, осьминог. Осьминог. $5, 6-7 рыба. То есть филе. Красная или какая? Нет, обычная, белая, обычная. вот местная какая-то рыба туда. То есть вот 5, 6, 7. Если мы говорим про сальмон, то сейчас цена еще поднялась. Он в магазинах стоит порядка $12 за либру. То есть это прилично. Я хотела купить сегодня смокed сальмон, то есть этот, и он тут получается маленький какой-то вообще, там 4 каких-то вот такие, знаешь, кусочка, такие плоские, что-то в районе $7. То есть, ну, есть моменты, которые дороговаты. В ресторанах, ну, в принципе, как бы такая средняя статистическая цена, просто чтобы понимать, паста от 12 до 18, в зависимости от, там, с креветками 18, там, с осьминогом. Мясо, тут уже большой разбег в зависимости от качества, но здесь мне качество мяса не нравится. Вот эти авокадо мои самые любимые. Они стоят где-то $1.50 штучка, но они вон какие, такие прям большие. Вот эти, их называют мексиканские, они более мелкие, но у них гораздо меньше, на самом деле, мякоти. Вот эти называются мантекия сорт, то есть масляные. Они внутри вот такие желтые. И если вот видно, оно вот такое как бы мягкое, но в то же время очень сладкое. Будешь пробовать?
Вкусненько? Ну, такой же вкус, как в магазинчике. Не знаю. Мне на рынке в этом плане больше нравится, потому что ты знаешь, что они вчера Но получили... мне маленький больше нравится. Маленькие По больше вкусу. нравятся. Что еще? Ну вот, местный сексуальный фрукт, как я говорила, личи. Шкурка снимается, внутри прозрачная мякоть сладенькая. Это местные бананы, мы с тобой разговаривали, да, они менее как бы внешне привлекательные, но они слаще, чем магазинные, но они меньше живут. Здесь есть несколько видов папайи. Вот это вот круглая папайя, это один сорт. Она вообще на дыню похожа. У нее более такой красный, насыщенный цвет мякоти. А есть немножко другая папайя, она вытянутая. У нее более желтоватый. Вот это их местный овощ, смешной такой. Они его добавляют везде в супы. Сьям пипиямер, да? Вискиль. Вискиль. Он бывает у них такой зеленый и белого цвета. И, мне, честно говоря, не очень заходит. У него фактически нет вкуса. Он такой жестковатый. Но, в общем, в каждом супе здесь присутствует этот овощ. Так, с этим пока все. Вот эти мы с тобой вчера, кстати, пробовали, помнишь? Да? Помнишь? Тыква. Нет, хикама. Редиска. Которая похожа на редиску, да, но ты сказал, что по вкусу больше похожа на горох. Мне кажется, она сладкая для гороха обычного. Сладкий горох. Сладкий горох, хорошо. Горох Назовем тоже его сладкий есть, они же горох сладкий. разного сорта есть горох. Вот. А ты вчера спрашивал про зеленый манго. Выглядят они вот так. Они счищают шкурку, убирают белую косточку внутри. И, кстати, вот сейчас этот человек тут очень интересный. Это традиционное мороженое Сальвадора. Называется оно минутас. И это в чистом виде лед, который они на специальном инструменте шкребут и сверху покрывают там огромным количеством колорантов и всякого вкуса. Сиропа. Сладкого. Такие колоранты, которые, мне кажется, несколько дней потом просто язык не смывается после того всего. Но сальвадорцы очень любят. Вот для них это первое мороженое местное. Чем развит вообще Сальвадор? Сельское хозяйство, полезные ископаемые, что тут есть? Сальвадор развит тростник сахарный, но они его сами не производят, они только выращивают и отправляют. Кукуруза, кофе. Пожалуй, все. Из таких, знаешь, больших. Это они экспортируют? Это то, что они экспортируют. А бананы там и еще что-то? Бананы здесь местные, они отличаются. Здесь, на мое удивление, я встретила 6 видов бананов. И часть этих бананов они жарят, часть этих бананов они там есть и платан, и еще один, он такой более плоский. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Короче, у них тут бананы есть разные, которые местные, они поменьше. Они сладенькие, но они поменьше размером. Они не такие симпатичные, как те, которые продаются в магазине. Платания с платана есть, которые вот такие маленькие бананы, они разные. Здесь для меня было огромным удивлением количество разновидностей авокадо. Прям много. Начиная от вот таких вот огромных, прям не вру, они вот такие желтые внутри, как масло. И все это, если ты покупаешь на маркете, достаточно недорого. Так просто опять для сравнения цифры. Магазин тогда не буду брать. Маркет 6-8 помидоров в зависимости от размера, $1. Там 12-15 бананов, $1 папайя. В зависимости от размера можно вот такую вот небольшую взять там за 50 центов, вот такую там за $2, да, что-то большое. Арбуз $2-3 в зависимости от размера. Здесь у них есть местные их эти личи, 20 штук за $1.
кукуруза штуки 4 обычно за $1 идет. Авокадо по-разному. Вот эти огромные, они в районе $1 одна штука стоит. $1-1,5. Маленькие, там их дофига. Когда идет манго-сезон, для меня это тоже было вообще шоком, потому что здесь около 6, 8 или даже 10 видов манго. Они есть продолговатые, такие, сякие, и пока они созревают, манго, оно выстреливает такой вот веником. И по мере созревания оно в том числе сбрасывает небольшие эти зеленые манго. Они их тоже едят. И они двух видов бывают. Те, которые сукарон, от слова сукар, сладкий, те, которые кислые. Вот они счищают шкурку. И когда был маленьким ребенком, 100% это наше время, когда мы воровали урюк, абрикос, и вот внутри еще косточка оставалась мягкая, да, и мы вот это вот зеленый, кислый его вот такой вот ели. Я не из Казахстана, у меня урюк, абрикос не рос. Ну, я не знаю, яблоки кислые, зеленые, вишня, пока она вот не это, скажем так, еще вот не спела, такая кислая. Вот они здесь то же самое делают, у них безотходное производство. Вот, много есть штук прикольных. У них есть хикама, штука похожа на нашу репку чем-то. Ну, она такая сладкая редька. В принципе, то есть, там, не знаю, морковок штук 5-6 тебе на $1. То есть здесь все равно исчисляется все вот в среднем $1. То есть можно жить, можно просто, да, здесь немножко это в любом случае дороже. Хотя, если говорить про магазин и всякие крупы, то что-то типа нашего булгура местного здесь стоит полкило $7. Вот. Гречки здесь нет. Рис, если там какой-нибудь местный белый, то там около $1. Если бурый, то около $2. Но все равно в среднем, как бы, в любом случае, это дороже, чем жить в России, однозначно. Ну, раза в 2 так. Вот как дороже или дешевле? Дороже, чем в России. Жить это раза в 2 так точно. Ну, яблоки те же. Здесь можно всего 4 яблока на $1 купить. При том, как у нас, ну, то есть ты на $1 так килограммчик возьмешь точно таких хороших. Поэтому да. Моя бабушка, которая меня тут преследует на базаре и любит, чтобы я к ней приходила покупать овощи. Она тебя знает уже? Да, она говорит: Кариня, дорогая, и что ты потерялась? Почему сегодня еще мимо меня не прошла? ¿Y ese idioma de dónde es? Es ruso. Él, mi amigo, él él son ruso. Yo soy originalmente de Kazajistán, pero yo tengo sangre rusa. Y nosotros, él fue a Panamá hasta aquí en el carro. Imagínate. Sí, conocer este buen país. Ay, no. Y yo quiero que él va a conocer su cultura hasta aprender los plátanos y la comida y todo lo que tiene. Bonito. Sí, tengo fe que él va a enamorar. ¿Verdad que sí? ¿Viste cómo hablo? Qué chivo. Рассказываю, что тебя знакомлю с местной культурой, и для того, чтобы ты тоже в нее влюбился. Я остался. И остался. Voy a regresar, abuelita, gracias. Бананы знаешь, где купить. Бананы, да. Ну вот те же самые платаны, видишь? То есть, но они здесь еще дозревающие. Короче, у них чем чернее, чем страшнее, тем лучше. Вот эти апельсины, они местные. И здесь они разные. И прикол этого апельсина в том, что он очень-очень сладкий. Обычно апельсины кислые. Но сейчас проверим. Пробуй. Сладкий? Я бы не сказал, что он сладкий. Из местных он именно должен быть самым сладким. Сейчас я тоже попробую. Потому что есть привозные, которые оранжевые, но они привозные. Ой, mira, estoy perdiendo. А из местных у них, ну вот только вот этот сладкий. Дульсе. Дульсе. Вот у них отдельно для сока есть, и есть тот, который... Нет, он сладкий. Для Сальвадора это сладко. Можно просто выбрать пожелтее, тогда они будут вкус поярче. No sé, vamos a preguntar. Тебя хотят угостить. Пробуй. Это то, что не используют для сока.
Мне кажется, он прям кислый. Но мне кислый больше нравится. ¿Тебе kислый больше nравится? Le gusta más ácido. A mí siempre me gusta dulce. Y él le gusta ácido. No, pues este es ácido. ¿Y cuánto por el dólar? 5 por dólar. Эти 5 за $1 больших и los dulces 4 por dólar. 4 за $1. Ну, то есть, в принципе, цены такие неплохие. Y los guineos normales, ¿cuánto vale? El de seda está 8 por dólar y el banano para chocobanano 10 por el dólar. Dame 10 por el dólar. А вот это местные бананы, про которые я говорила. Esto o Estos es son a 10 por dólar para chocobanano. Este es el de 8 por dólar. 8. No me va a dar 10. Hoy lo han traído más caro. Ese Ah, es de ¿en 10. serio? Están sacando la 8. Ush, как. Dos guineitos. Está bonito, sí, porque está grande. 8. 8 бананов за $1. А если брать... Este es catracho. А вот эти, которые как якобы, ну вот магазинные, они 10 за $1. Pero no es de aquí, son traídos, ¿verdad? Вот она даже личико так скорчила и говорит, это наши местные с гордостью, а эти привезенные, типа, фигня. No, o sea que es porque lo traen para chocobanano. Да, и мы просто их привозим, потому что люди спрашивают для бананов, которые они в шоколад окунают. Кстати, это камоты. У нас оно называется сладкий картофель или батат. Но вот он здесь ярко-ярко-желтого цвета, этот камоты. Сладенький, вкусно. Это юка, верда? Sí, ese yuca. А это вот та самая юка, которую мы вчера пробовали. Корешочки. Вот это другой вид банана. Они тоже его заставляют, называется там мадурар, то есть он должен потемнеть. Если вот с такого зеленого там, или желтого, да, вот, он становится прям мягонький. И посмотри, какая у него интересная форма. Видишь, он такой больше на квадрат похож. Вот они прям, видишь, квадратненькие. Вот. И они его точно так же жарят, но он сам по себе прикольный, он слаще. И, ну, его можно есть и так. Вот, то есть вот этот банан мне больше нравится, если, ну, при готовке. И сон платанов, да? А вот это те самые платаны, но они делают так, чтобы они просто вот совсем в чернь ушли, даже темнее, чем этот, и они стали прям жутко мягкими. И только после этого они его готовят. Y puedo comprar solo uno para él a probar. Es que podemos comer así también, ¿verdad? Sí, se puede comer así. Y entonces, si comer así, mejor un poco así, ¿verdad? Dame una solo para él, para probar. Вот, смотри, для тебя бананчик. Y me voy a comprar para $1 мохончос. Они называются мохончос. Если ты обратишь внимание, здесь совсем другая форма. Пахнет. Он даже немножко по-другому пахнет. Ну, сейчас будешь пробовать и скажешь, что ты по этому поводу думаешь. Биткоин даст развитие Сальвадору, станет вторым Сингапуром? Нет. Нет? Я не считаю так. Ну, по крайней мере, пока что. Ну, здесь всякие биткоиновые уже какие-то фабрики, какие-то отели, в которых только биткоином можно заплатить. Ну, конечно, это дает плюс, особенно тем, кто вот, ребят приехали с нашей страны, и их ограничили в каких-то вот этих финансовых моментах, да, карточками и всем остальным. То есть им дает возможность, конечно, биткоин, тут что-то обналичить и как-то вообще устроить жизнь в целом. Но он имеет развитие здесь, и его как бы принимают. Ну, по факту, то есть ты можешь пойти, и тебе, ну, не имеют права отказать, знаешь, там, в оплате биткоина, особенно там, где это указано. Здесь даже есть биткономаты, что ли, да, где ты можешь деньги отналичивать. Поэтому, в принципе, это, конечно, интересно. Но прям, чтобы это стало вторым Сингапуром, я не знаю, как надо потрудиться. То есть это на начальном этапе сейчас находится, на каком-то совсем. На таком, знаешь, вот как вот зарождение только. Президент трудится над этим?
Ну, слушай, он же вон столько миллионов отдал для того, чтобы привлечь внимание, что все-таки здесь у меня китайцы трудятся. А китайцы не дураки. Они выбирают те страны, в которые действительно можно там вложиться и что-то с этого поиметь. И вот они сейчас и построили просто наикрутейшую здесь библиотеку, и они построили часть порта, и они сейчас строят стадион новый. То есть интересно. Ну, китайцы строят в своих интересах. Правильно. Но они-то строят в своих интересах там, где они что-то могут поиметь. Значит, здесь что-то все-таки есть, на что они обращают внимание. Правильно. То есть, на самом деле, у нас есть ребята, которые, вот Егор с Димой приехали, они приехали, поставили бизнес, уехали. Приехали через полгода, вернулись там, не знаю, ну, может, месяцев через 7. И вот они сейчас аналогичную штуку снова открывают, такая же другая компания, и он говорит, да здесь вообще поле паханое, здесь столько всего можно делать, да. Те, кто ищет возможности, они, как говорится, их найдут. Те, кто ищет, скажем так, недостатки, они их тоже найдут. Я не думаю, что есть какая-то страна в мире прям наш идеальная вот во всем и всем подходящая. Тот же Бали, который там стал сейчас настолько вот во всем, да, и цены на недвижимость. О, какая красивая бабочка полетела. Здесь красивая природа. И здесь не влажно. И здесь не жарко, не холодно. Примерно всегда одно и то же. В этом плюс. Что не надо покупать. Но куча одежды и всего. От контингента, который в возрасте, с которыми я общался, они говорят, что о пенсионерах и людях необеспеченных не особо-то помощи от правительства. А здесь, я тебе сказала сразу, здесь даже материнского капитала нет. Ты родил, и здесь тебе государство ничем не помогает. Какие интересы преследует правительство? Не знаю. Какие свои корыстные цели? Я родила, и у меня ребенку ничего не полагалось. Ничего от слова совсем. Вот ни капельки. Ни $0,50. Вот, хотя я тебе говорю, вот казалось бы, для сравнения Казахстана и Россия, в этом плане Россия, конечно, лучше всех из трех. Вот, потому что там хороший, серьезный капитал материнский дается. Относительно. В Казахстане он гораздо меньше, но он есть. А здесь нет ни материнского капитала, ни помощи там до 3 месяцев, никак. Ты, может быть, придешь, тебе там, может быть, как-то там, если у тебя совсем все плохо, потому что есть какие-то спонсорские моменты, тебе там с молоком помогут, там какие-нибудь баночки дадут или еще что-то, но на этом все. Но ты не считаешь, что президент сначала показал, что вот возможно с преступностью разобраться, то есть он убрал ее. Да, это положительная история, я не спорю. Но это и есть некая его конкуренция, потому что он снабжает армию, и армия защищает его. Плюс есть аудитория, которая все-таки не согласна с его мнением, как он руководит и так далее, то, что он не обеспечивает малоимущих и все прочее. И он захватывает власть, плюс переписывая Конституцию, что потом его трудно будет сместить, и будет единственный диктатор в стране. Ты знаешь, это у него же эти помощники есть, те, которые Венесуэла. Он очень хорошо общался с нашими российскими товарищами. Даже тот же Казахстан, там тоже нет свободных выборов. Но вот этот президент, который там сидел, Назарбаев, сколько он сидел, никто его не мог убрать. Это мафия. Это все мафия сплошная. И, здесь люди рады просто потому, что все, что было до, это преступность, воровство. И вот, понимаешь, то есть люди не могли вообще спокойно выйти на улицы. И поэтому для них, особенно для простого населения, они сейчас немножко вздохнули. Им действительно стало легче. И менять шило на мыло, знаешь, не зная, кто в следующий раз опять на 4 года придет и какой их узел же ждет. То есть, люди видят, что вот здесь как бы он еще себя очень красиво прорекламировал, да, так красивую обертку завернул. То есть они готовы сейчас хотя бы вот этот иметь маленький мир, да, чем вот это вот эту неизвестность, которая тоже, какой там следующий будет президент, к чему он там может привести вообще страну, да, то есть понятно, что он сейчас кормит свое эго там и прочее, и его родной отец говорил, что это антиконституционно и все прочее, да, идти на второй пост, но если у него такие советчики, как сделать вот это так, чтобы вот ему все было, из-за этого ничего не было, и есть показатели, например, в истории, то он просто будет сейчас, в общем-то, в эту сторону давить. Но в любом случае он
на сегодняшний момент у него в любом случае интерес показать, как бы, знаешь, как наполеоновские планы, да, какой я великий и что я сделал для там страны, да, там, посмотрите, какие они все были, да, там, до меня, и все-таки, что я там, ну, привнес. Ну, все-таки уже старается. монументы, памятники в честь его имени ставят. Ну, вот, понимаешь. Ну, в любом случае, он старается. Есть те, которые занимались, в общем-то, много лет только воровством. Пока что непонятно, к чему это приведет. Видя Никарагуа, как там все пригребается, к рукам любой бизнес просто отжимается, и то же самое происходит там в Казахстане где-то, и у нас в России тоже, в принципе, есть такое, да, особенно если кому-то приглянулось. Мне кажется, опять-таки, это по всему миру, это везде есть. И мафия везде есть своя, да, то есть она бывает разная, бывает просто очень наглая, бывает такая, которая... В заключение, твои рекомендации людям, которые смотрят на карту мира и видят Сальвадор, стоит сюда переезжать или нет? Побывать однозначно стоит. Почему? Потому что всегда, ну, ты открываешь что-то новое для себя. И те люди, которым на самом деле неохота жить, вот, знаешь, как в зиме, которые хотят, чтобы было и не влажно, но и недалеко, буквально там от океана, это один из хороших таких вариантов. Да, когда это не Бали, все-таки какой-то островок, который непонятно когда затопит, и затопит, и вообще что с ним станет. А, ну, все-таки более такое на материке, да, находящиеся. А при этом, да, то есть здесь достаточно много траекторий, где можно попутешествовать, достаточно недорого. Ну, то есть такая, знаешь, какая-то прям вот реально серединочка между где пожарче, между там, где холоднее. И потом, ну, опять, есть возможность развить бизнес, да, но открой ты это в Сальвадоре, перекинь ты это на Панаму, перекинь ты это на Хондурас, перекинь ты это на Никарагуа, Перу, там, да, и так далее. То есть у тебя есть возможность откуда-то с небольшого просто, ну, вот так вот разрастись, потом даже в ту же Мексику. Вот это похоже на наши казинаки, да, то есть с орешками и с кунжутными семечками. А вот это похоже на наши риски, то есть это вот типа помадки, которые у нас там на кусочки делились, да, еще с советских времен. У них очень много сахара в сладостях. Вот, например, это кокос, да, перетертый с сахаром. Это папайя, прям ее видно, кусочки папайи в сахаре. Также у них есть тыква в сахаре. Потом есть... Я их помню под названием фиги. Такие вот. Инжир. На русском его еще называют инжир. Это местный инжир. Также они вот таким образом кокос нарезают, и получается в сахарной пудре кокос. А это их местные леденцы и риски. То есть, ну, они тут тоже, это просто молоко варят по-разному. Можно увидеть тыквенные семечки, но они отличаются от наших своей вот длиной и формой. Ну, у них немножко другой вкус. А это их знаменитые гнезда. Ну, мне это гнездо, конечно, не напоминает никаким образом. Вот. Мне напоминает что-то другое. Вот. Но они это очень любят, потому что это тоже, по сути, как молоко с сахаром. Уваренное. Это молоко? Это молоко. Молоко, и оно просто вот есть в разных видах. Вот это, например, кокос и тоже вот с этим молоком. Когда как сгущенка, когда она вот становится такой густой, коричневой. Ну и вот помадки, они их в разных видах делают. Есть... Поскольку это все-таки артизаналь, то есть до того, как пришли сюда американцы и все остальные, вот это были такие настоящие сладости. Вот у них есть что-то вроде нашей, ну, не смородины, но каких-то красных ягод, и они его перемалывают сахаром, и оно очень хорошо желируется, и поэтому у них есть вот всякие такие вот вещи желатиновые, ну, что-то похоже на варенье. Натуральное, без химии? Ну, сахара здесь много, все равно. Сахара много. Вот. Но это то, что такое настоящее, местное, вот прям
то, что С чем с детства. связано много футболок, бейсболок с президентом, кружек? Ну, они, поскольку сюда очень много туристов приезжают, они вот, скажем так, своего президента показывают. Вот, например, вот это она с Штаты и Сальвадор. Есть одно местечко, не знаю, вот так тебе видно? Да. Здесь есть Это на статуя, кольце называется Сальвадор дель Мундо, да, это именно спаситель всего мира. Вот, и они такую провели как бы параллель с женщиной статуей свободы, да. И это тоже свобода, да. Вот. Любят они своего президента, вот его поддерживают. Очень много религиозных моментов, у них очень много Богородиц, как у нас есть там и Кармен, и святая такая, сякая. Я уже, честно говоря, даже в них запуталась. Плюс у них очень часто вот на удачу они вот такие вещи продают. Это деньги, которые здесь были до того, как пришел доллар. Ну, в том числе первые доллары, которые появились. А как называлась валюта? Колонны назывались Банка Централь Резерва. Вот они, колонны. Можно увидеть. Вот 100 колоннас. И, кстати, ты меня спрашивал, вот это те самые развалины майянские. То есть они прям вот так вот и выглядят. То есть они их и разместили. Вот. Очень знаменитая птичка здесь, тарагос. Это птичка, которую любят, уважают. Она вот с таким вот хвостиком на обратной стороне, у хвостика 2 глазка. Птичка называется тарагос. И ее очень много где можно увидеть. То есть вот буквально это именно местный символ. Вот наш вулкан с тобой, Изалька, на который мы сегодня пытались посмотреть. Ну, это основные их такие, то, чем они очень гордятся. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.